Всем привет! А вот и я. И мое новое видео о том, как же надо обрабатывать край броши. Такая горячая тема, я бы сказала, hot news прям. На идею создания данного ролика меня вдохновила одна из моих подписчиц. Ей очень понравились мои ролики, но она не совсем поняла, как обрабатывать край, и попросила меня продублировать эту тему, но более детально. Способов обработки края существует большое множество, я покажу самые основные, покажу, как они выглядят на деле, ну и поделюсь с вами, собственно, методикой. Не забываем ставить лайк, жмем на колокольчик, подписываемся, а еще лучше, если вы поделитесь этим видео со своими подругами-рукодельницами, потому что таким образом мой канал будет развиваться дальше, и я буду выкладывать еще больше интересных тем и видосиков. Приступаем! В первом варианте мы будем разбирать, как же обшить край броши при помощи бисера. Сразу говорю, что я использую свою методику, мне так удобно. Если вам не нравится, вы можете найти любую интересную или удобную для вас. Первым делом мы нанизываем на нить сразу 2 бусинки. Вторая бусинка у нас будет рабочая, а первая будет пока что находиться в свободном плавании. Если вы заметили, то я возвращаю иглу назад, но делаю это таким образом, чтобы предыдущая петля оказалась сверху. Да, это тяжело на восприятие, но вы все разглядите. Нанизываем бусину, заходим с изнаночной стороны на лицевую. Синяя – это у нас лицевая. Возвращаемся назад, поддеваем бусину и под предыдущую петельку. И все. Очень просто. Я покажу полностью, как обработать этот край, чтобы вы успели повторить за мной и запомнить, как же все-таки это делается. Я делаю это обычно справа налево, можно делать слева направо, можно как вам удобно, но мне так проще. В данном случае я использую очень яркие контрастные цвета. Это сделано для того, чтобы вы могли разглядеть все детально. Понимаете, что в работе лучше заменить на леску или мононить, потому что желтая нитка, она как-то немножко сейчас не в тему. А сейчас я покажу вам, как закрывать край броши. И, собственно, для чего нам нужна была лишняя бусина в самом начале. Мы аккуратненько подбираемся к началу нашей работы. Оставляем небольшой промежуточек, буквально 2 мм между бусинами. И заводим нитку сверху, прокалывая сверху и бусину, и фетр. Таким образом мы прячем нить, все. Еще один вариант обработки края – это при помощи канители. Канитель. Если вы не знаете, что это за материал, я советую вам почитать небольшую статью, которую я написала о разновидностях канители с иллюстрациями, описанием. Ссылку на статью я оставлю под этим видео в самом низу. Обязательно посмотрите, если вы не знаете, какая бывает канитель. Думаю, для вас это будет очень интересно. Теперь вы будете полностью вооружены.
Данный способ пришивания очень удобен. На мой взгляд, один из самых лучших. Результат мне очень понравился, когда я в первый раз попробовала его, этот способ. Советую вам тоже испробовать. Иногда он более уместен, чем бисер или еще какие-либо варианты обработки края. Вы просто обшиваете край, захватывая предыдущую полоску канители, и делаете небольшие накиды на верхнюю канитель, на вторую. Промежутки между стежками порядка 2-3 мм. Если считать витки, то это 3-5 витков. Можете каждые 2 витка повторять петельки. Кому как удобно. Чем чаще вы повторяете петельки, тем прочнее будет ваша вышивка. Это использование ниток мулине. Для меня это прям спасение, потому что очень часто бывает, что мне не хочется ни канитель, ни бусины использовать, и мне нравится, как они выглядят на некоторых работах. И я начинаю применять вот такой самый чудесный волшебный способ. Это мулине. Можно подобрать нитку под цвет основы вашего изделия. То есть, если это там зеленый фетр, то и зеленая нитка мулине будет уместна. Ну, в данном случае мы используем исключительно контрастные цвета, чтобы вы могли увидеть, как вообще все это происходит, саму технологию. Способ очень прочный в том плане, что такая работа не развалится, это однозначно. По-моему, это самый крепкий вариант обработки. Вы просто повторяете частые стежки, очень тесно друг к другу, но не надо налегать. Если там есть небольшие промежутки, в принципе, на фетре или на коже, или на любой другой ткани, на которой вы работали, такого же цвета, как и нить, этого дефекта не будет видно. Это даже не дефект. В принципе, если уж сильно вас это мучает, вы можете еще раз пройтись сверху ниткой. Но поскольку наша задача изучить технику, я думаю, пойдет.
Один очень интересный вариант, я считаю, что он очень красивый, это обработка края при помощи пайеток. Пайетки вы, естественно, подбираете такие, чтобы они у вас сильно уж за края работы не вылазили. То есть, если у вас толщина работы 2 мм, 3 мм, то не надо лепить туда сантиметровую пайетку. Пришиваем по принципу схожему с пришиванием бусин. Но тут надо умудряться укладывать одну пайетку на предыдущую, на половинку она должна закрывать предыдущую пайетку. Перед тем, как проколоть фетр, вам нужно сначала нанизать пайетку и затем вернуться и вдеть иглу еще раз в пайетку. Да, техника немножко непростой кажется, но если наловчиться, то все получится. Не забываем, что пайетки должны лежать каждая на предыдущей. Если они будут свободно болтаться, край они не закроют, и более того, еще и могут оторваться и рассыпаться. То есть работа должна быть аккуратной и плотной. Закрывать край рекомендую так же, как мы закрывали при помощи бусины. То есть заводим иглу сверху в пайетку и притягиваем ее к последней пайеточке. Первую к последней. Я перед вами приподняла. Какие-то секреты вы для себя теперь открыли. Надеюсь, что это все применимо и вам это будет полезно. Буду рада вашим комментариям, ответам. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал. Не забываем нажать на колокольчик. Буду очень признательна, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями и подружками, рукодельницами. Ну и ждите новых выпусков. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока!